В этом видео я посоветую рационы по типам телосложения. Кое в чем буду повторяться, но будут и отличия, так что я подробно расскажу о каждом, чтобы было понятнее. Тут есть два варианта действий. Первый. Если вы уверены, какой у вас тип телосложения, то можете сразу следовать схеме питания и выбирать продукты в зависимости от типа телосложения. Но если ваш тип телосложения смешанный, или вам кажется, что подходят все они, то лучше всего начать с надпочечного типа. Почему? Потому что, по-моему, к этому типу относится 80% людей. Предположим, вы выберете схему питания для надпочечного типа, и если она вам не нравится, а в идеале должна нравиться, сразу переходите к схеме питания для другого типа телосложения. Так что я бы начал с надпочечного типа, и если окажется, что вы не чувствуете себя лучше, не худеете, то сразу переходите к печеночному. Понимаете? Яичниковый и щитовидный типы телосложения весьма специфичны. В отношении них вы не ошибетесь. Щитовидный тип очень редко бывает первичным, но если вы принимаете гормоны щитовидной железы, то сразу переходите к этой схеме питания. Яичниковый тип телосложения очень похож на щитовидный, но в его случае лишний вес в основном набирается в нижней части тела, на бедрах и рядом. Если вы не уверены, стоит начать с этой схемы, а потом перейти на ту. С большой вероятностью первая схема подойдет. Итак, поговорим подробнее о надпочечном типе. Основные группы продуктов, которые необходимо включить в рацион. Первое. Высокобелковая пища. Я говорю не о рекомендованной высокой норме. Моя высокая норма весьма низкая, если сравнивать с пищевой пирамидой или как там это называется. Они рекомендуют, кажется, 125 грамм белка, а это очень и очень много. Мы рекомендуем от 85 до 170 грамм животных белков за один прием пищи. При надпочечном типе нужно потреблять больше белка, потому что организм быстрее расщепляет белок в мышцах, коллаген в коже. И распад тем самым идет быстрее. Поэтому белок нужно восполнять. В противном случае вы будете чувствовать слабость. И я не говорю, что вы должны потреблять больше. Да, что вы теряете белок, и состояние волос, кожи и ногтей ухудшается, но это не значит, что белок тут поможет. Нужно решить проблему на гормональном уровне, чтобы вы могли усваивать гормоны, усваивать белки, чтобы тело могло их использовать. По моему мнению, от схемы печеночного типа порой бывает больше пользы. При меньшем количестве белка и большем количестве овощей очищается печень, восстанавливаются волосы и так далее. Итак, речь идет о 85-170 граммах животного белка за один прием пищи. Вегетарианцы могут добавлять спирулину или другой белок или белковый порошок. Я бы посоветовал есть яйца, рыбу, куриное мясо и так далее. И эти продукты должны быть органическими с фермерских хозяйств. Итак, в этой схеме высокобелковая, высокожирная пища. И я говорю не о жареной во фритюре еде или эклерах. Я имею в виду орехи, авокадо, сыр и органический йогурт без каких-либо добавок, цельномолочный йогурт. Высокожирная еда нужна, потому что в выработке этих гормонов участвует холестерин, как ни странно. Так что у нас тут получается? Вот что вам нужно сразу уяснить. Орехи, авокадо и растительные жиры, чтобы вы знали, вообще не содержат холестерина. И потом мы ведь также очищаем печень, так что о холестерине можно не волноваться. Высокожирная пища нужна, потому что у людей с надпочечным типом часто бывают проблемы с сахаром в крови. И если в их рационе будет недостаточно жиров, то они не почувствуют сытости после еды. И лучше употреблять белки в первой половине дня, никак не перед сном. Лучше сразу после или во время завтрака. Такова наша рекомендация. Мы не советуем крестоцветные овощи — кейл, брокколи, брюссельскую капусту, хотя, пожалуй, кейл вам можно, в виде смузи, кейл-шейка. Но остальные крестоцветные мы не рекомендуем, потому что люди с надпочечным типом телосложения при употреблении этих овощей страдают от вздутия живота. Если вас мучают боли в животе, если бывает метеоризм и вздутие, то от этих овощей лучше отказаться. Вместо этого ешьте другие овощи. Например, салат-латук, шпинат, томаты, морковь, сельдерей. В описании под видео будет ссылка на подробный список. Мы рекомендуем 7 стаканов овощей. Почему? Потому что организму нужны питательные вещества, а больше всего витаминов содержится в овощах.
Вот вкратце то, что нужно есть людям с надпочечным типом телосложения. Это основные продукты. Для яичникового типа схема похожая: высокобелковая, высокожирная пища. Но здесь рекомендуется больше молочной продукции, а именно кефир, йогурт, сыр, творог, но обязательно органические. И все это можно купить в разных магазинах. Ищите на этикетке маркировку без РБСТ. БСТ. Или БТС? Нет, БСТ. Все правильно. Это значит «не содержит гормоны». На это стоит обратить внимание при покупке сыра. Итак, молочные продукты. Есть некоторые молочные продукты, полезные при яичниковом типе, и люди с этим типом обычно испытывают к ним тягу. Но вместо мороженого, сливочного сыра и чизкейка берем сыр, творог, молочные продукты, кефир, йогурт и так далее. Понятно? Людям с яичниковым типом крестоцветные овощи необходимы, потому что крестоцветные овощи блокируют эстроген. Эти овощи помогают сбалансировать эстроген, очистить от него организм. Это очень важно, потому что при яичниковом типе вырабатывается очень много эстрогена. Его нужно выводить, так что пейте кейл-шейк и не бойтесь вводить в рацион брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту и так далее. Это также хорошая профилактика онкологии. И никакой сои. Я рекомендую воздерживаться от сои всем, но особенно с яичниковым типом. Что интересно, изоляты соевого белка, фитнес-батончики, протеиновые батончики, смузи и все расфасованные диетические наборы в качестве белка содержат сою. Очень вредную, низкого качества сою. Кстати, она может провоцировать образование опухолей, фиброзных опухолей. Итак, для яичникового типа характерен высокий уровень эстрогена, а крестоцветные его выравнивают. Дальше печеночный. Здесь нужна низкобелковая пища, грамм 85 за один прием пищи. Почему? Чем хуже состояние печени, тем хуже усваиваются белки. Печень — это тот орган, который помогает перерабатывать белок. Если человека с больной печенью накормить высокобелковой пищей, у него возникнут проблемы с пищеварением. Кстати, клетки печени разрушаются от большого количества приготовленного мяса или жира, или пищи, жареной во фритюре. Поэтому здесь низкожирная, низкобелковая пища. А еще с возрастом людям становится тяжелее усваивать красное мясо и другие белки из-за ухудшения состояния печени. Первый признак больной печени — неспособность переваривать красное мясо, а также жирную пищу. Но людей этого типа очень тянет на жирное. Совсем отказывать себе не нужно, но стоит принимать с едой так называемые соли желчных кислот. Их можно купить. У меня в ассортименте они тоже есть. Называется «Формула для желчного пузыря». Эта добавка поможет переваривать жир. Она очень хорошо помогает при вздутии и отрыжке. Также при печеночном типе часто бывают проблемы с правой стороны тела. Печень как раз справа. Чем больше жирной пищи вы потребляете, тем чаще у вас будут боли в правом плече, вздутие живота и даже головная боль. Чаще всего причина головной боли — это проблемы с печенью или желчным пузырем. Для этого типа очень и очень важно есть крестоцветные овощи, потому что в них очень много не только питательных веществ, но и фитонутриентов. Что же это за штука такая? Это фитохимические соединения с уникальными свойствами. Они помогают бороться со многими болезнями, такими как рак, макулодистрофия, болезни предстательной железы, рак груди и многие другие. Поэтому фармацевтические компании проводят обширные исследования, чтобы выделить эти химические элементы из пищи, которую мы едим, чтобы потом их запатентовать. Но, например, в келе содержится свыше 600 каротиноидов. Каротиноиды — это фитонутриенты, это, как бы объяснить, своего рода природные пигменты. Темно-зеленый, темно-фиолетовый, темно-красный, оранжевый, желтый. Их можно также называть антиоксидантами, но правильный термин — фитонутриенты. Они обладают невероятными свойствами. Они защищают организм и поддерживают здоровье. Салат «Айсберг» не содержит никаких фитонутриентов. Все это вам необходимо знать и учитывать, потому что печень весит 1,5 килограмма, и ей нужны сырые овощи или овощные смузи для очистки и исцеления. Печень любит горькие овощи, вот почему крестоцветные очень подходят.
Так что эти овощи нужно есть в больших количествах, по 7-10 стаканов в день, чтобы подлечить печень. Две новости, хорошая и плохая. Хорошая печень — это единственный орган, который может полностью регенерировать. Плохая, чтобы печень полностью регенерировала, надо на протяжении 3 лет придерживаться здорового питания. Так что, повторюсь, крестоцветные помогут вам. Они защитят организм и будут полезны для кожи, для лица. В них много витамина А, очень полезного для кожи. И если добавить соль желчных кислот, они помогут усваивать жирорастворимый витамин А, что улучшит состояние кожи. Если вы едите кейл, а кожа остается сухой, значит, вам не хватает желчи, чтобы усвоить этот жирорастворимый витамин А. И еще один момент. Люди печеночного типа плохо переносят арахисовую пасту и орехи. При их употреблении им становится хуже, появляются боли в правом плече и вздутие. Если это про вас, исключите их из рациона. Следующий тип телосложения — щитовидный, с лишним весом по всему телу. У таких людей очень медленный метаболизм. Они плохо переносят белок в больших количествах, поэтому им рекомендуется снизить белки до 85 грамм. Снизить жиры, так как они не могут переваривать жир. И никаких крестоцветных, поскольку иногда их потребление приводит к йододефициту. Есть их можно, если вы при этом добавляете в рацион йод или келп. Добавляете келп — это морские водоросли. Можно просто в салат, и тогда можно есть и крестоцветные. Иначе они приводят к дефициту йода. Такова схема питания для щитовидного типа. Хочу добавить кое-что еще. Это общие правила, полученные благодаря наблюдениям. Это не истина в последней инстанции. Вам нужно понимать эту информацию. Можно изменять эту схему, добавляя что-то из этих, в зависимости от вашего самочувствия. Предположим, вы выбрали одну из схем питания и заметили вздутие живота. На это есть 2 причины. Проблема с желчным пузырем, и тогда вам нужны соли желчных кислот. Это если у вас вздутие или отрыжка. Или все дело в орехах и арахисовой пасте, которые вы едите. Тогда надо добавить соли желчных кислот или сократить потребление орехов, поскольку вы не усваиваете эти жиры. Или дело может быть в крестоцветных. Почему? Потому что многие, особенно те, кто страдают от проблем с пищеварением и с надпочечниками, не могут переваривать грубую клетчатку, которая есть в брокколи и которая вызывает вздутие и боль в животе. Если это о вас, эти овощи нужно исключить. Все дело в нехватке определенного фермента, некоторых бактерий в кишечнике, потому что надпочечники их разрушили. Их можно восполнить, но пока крестоцветные лучше исключить. Если вы стали уставать на любой из этих схем, то у вас нехватка белка. Значит, ешьте больше белка. Некоторым нужно больше. Нельзя сажать всех на одну диету. Продолжайте повышать белки, пока усталость не уйдет. Да, в своей книге, в 10 главе, я внес поправки для надпочечного типа. Там говорится, если вы питаетесь по схеме для этого типа, не ешьте белковую пищу, но вы будете уставать, если у вас надпочечный тип. Если вас тянет на сладкое, значит, вы не съедаете достаточное количество овощей. Так что постарайтесь съедать хотя бы 7-10 стаканов овощей. Это не так много, всего кейл-шейк и пара порций салата. Но это главное, потому что именно так мы исцелим ваше тело. При дефиците калия из-за нехватки овощей вас будет тянуть на углеводы. Тяга к углеводам пропадет через пару дней, стоит начать есть овощи. И последнее — боль в правом плече. Она из-за проблем с печенью. Вы едите слишком много орехов, арахисовой пасты и подобных продуктов. Люди часто налегают на орехи и в итоге зарабатывают боль в правом плече и вздутие живота. Это общие директивы. Попробуйте эту программу, выберите схему питания, начните прямо сегодня. И до новых встреч!